Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня мы знакомимся с новым, уникальным, очень интересным продуктом от компании Arturia Astra Lab. Что же такое Astra Lab? Те, кто использует плагины Arturia, знают, что у них есть такой плагин, который называется Analog Lab. Сейчас уже вышла 5-я версия. Это такой набор огромного количества крутейших, вкуснейших пресетов. Там есть и пэды, и лиды, и различные фортепиано, различные варианты синтезаторов, басы и так далее. Так вот, собственно, это устройство, это полноценные клавиши, полноценная рабочая станция, в которую запихнули этот самый плагин от Arturia Analog Lab. Здесь у нас до 7000 пресетов помещается, а может быть даже и больше. Она имеет двухслойную мультитембральность, можно сплитовать клавиатуру. Ну и, собственно, давайте сейчас вот быстренько мы об этом расскажем. Единственное, что я должен сказать. Дело в том, что релиз этого устройства состоится примерно через неделю. И нам компания Arturia предоставила эти клавиши заранее, за неделю до мирового релиза. И здесь у нас стоит демо-версия прошивки. И из заявленных 7000 пресетов у нас здесь всего лишь один пресет, к огромному сожалению. Поэтому у нас это не полноценный обзор, а просто видео знакомства, которое вот, собственно, в день релиза у нас и выйдет. Arturia обещала в день релиза 9 апреля выпустить полноценную прошивку для этой клавиши. И, собственно, тогда у нас будут доступны уже все пресеты. Собственно, полноценный обзор с демонстрацией всех, многих звуков мы выпустим попозже, а пока вот просто знакомство. Ну и начнем с клавиатуры. Я думаю, что настоящие пианисты ее оценят. Здесь у нас полноразмерная, полувзвешенная клавиатура, 61 клавиша, 5 октав. И здесь у нас есть, естественно, функция Velocity и Auto-Touch, то есть очень такая чувствительная, комфортная клавиатура. Колесо модуляции и питча у нас присутствует, переключение октав, все как в стандартных клавишах. Дальше ручка громкости. И вот центром у нас является вот это вот колесо с экраном. Очень, кстати, классное разрешение. Здесь некая даже есть такая анимация на этом колесе. Вот, мы его можем вращать, выбирать пресеты, мы можем кликать, переходить в другое окно, выбирать типы звуков, например, пиано, киз, лид, пэды, ну и так далее. Много различных типов. Вот мы заходим, выбираем какой-то звук, разные пресеты можем выбрать. Все это отображается на экране. И я думаю, что те, кто знаком, опять-таки, с оригинальным плагином Arturia Analog Lab, поймет, что графика здесь абсолютно такая же, как вот в этом плагине. Более того, у нас в этом плагине Analog Lab есть некие макросы, которые позволяют нам регулировать тембры. И, собственно, параметры этих тембров в плагине Analog Lab у нас представлены абсолютно вот идентично здесь же на панели. То есть вот у нас здесь есть 4 тембральных энкодера для того, чтобы регулировать, собственно, звук самого пресета. У нас здесь яркость, там, тон, движение и так далее. Вот сейчас у нас здесь вот это, собственно, единственный пресет, к сожалению, поэтому полноценно, как я уже сказал, мы не сможем показать кучу вариантов звучания. Но вот здесь такая фортепианка у нас симпатичная, совместно с пэдом. Ну и, как вы слышите, я кручу эти энкодеры, и меняется немножечко характер звучания тембральный. И также у нас здесь есть 4 ручки, которые отвечают за FX. То есть у нас здесь есть ревер, дилей, ну и в зависимости от пресета могут быть какие-то еще эффекты, там, например, какой-нибудь хорус или фейзер или там что-то еще. Вот. Все это тоже прям с панели рулится, и все это удобно. Можно каждый из этих эффектов прям мьютировать, например, если мы используем дилей, мы можем его отключить одним нажатием. Это очень-очень удобно. Также что у нас здесь есть? У нас здесь есть
вот этот вот ряд кнопок, опять-таки по названиям типов звуков, которые соответствуют вот фортепиано, электропиано, органы, басы, лиды, ну и так далее. Мы можем прям сразу переключать вот эти банки звуков для удобного доступа и можем вот создавать плейлист. Да, все у нас дублируется на экране также, очень удобно. Здесь у нас есть также встроенная такая самоиграйка, которую, к сожалению, пока продемонстрировать тоже мы не можем. Здесь есть встроенный арпеджиатор и режим аккорда. Ну, что такое арпеджиатор, я думаю, что вы прекрасно знаете. Что такое режим аккорда? Это когда мы программируем аккорд, и потом нажатием на одну клавишу у нас этот аккорд транспонируется и звучит при нажатии на любую из клавиш. Вот. Ну и последнее, о чем я бы хотел сказать, это мультитембральность. Вот у нас здесь есть 3 клавиши, которые отвечают за мультитембральность. Вот мы выбираем, например, тембр номер 1. Мы можем его отдельно громкость регулировать. Тембр номер 2. Мы можем разделить клавиатуру пополам. Вот у нас, собственно, получается, в левой руке у меня такой вот тембр, ну, какие-то клавиши, а в правой руке фортепиано. Ну, не выровнял я по громкости, ну, вот, в общем, это такой пока демо-режим, собственно, вот, опять-таки, единственный тембр, который мы можем пока продемонстрировать. Ну вот, друзья, коротко об этом приборе я и рассказал, да, здесь есть двухчастная мультитембральность, возможность разделить клавиатуру, 7000 пресетов после выхода официального релиза, пока, опять-таки, демо-режим, возможность регулировки тембра, эффекты, очень удобное переключение банков звука, пресетов. Также здесь можно создавать свои пресет-листы, можно редактировать, сохранять. Вот у нас есть такая меню утилит здесь, MIDI-настройки, там, удалить плейлист, создать плейлист, лайкнуть пресет, встроенный арпеджиатор, встроенный режим аккорда, ну и очень красивая и удобная клавиатура. Что касается задней панели, у нас здесь тоже есть очень много всего. Есть MIDI-входы, MIDI-выходы, есть у нас также возможность подключения педали экспрессии, педали сустейна, там несколько входов. Также у нас здесь есть аудио-входы, то есть можно подключать сюда внешние аудиоисточники, и также можно подключить микрофон для того, чтобы использовать вокодер на этом устройстве. Ну, естественно, у нас аудиовыход стереопара. Также у нас здесь есть USB, целых 2 USB соединения. Это USB-C порт для подключения к компьютеру. И, естественно, это устройство работает как стандартная MIDI-клавиатура при необходимости. Но и, как вы видите, без компьютера она тоже работает. Также у нас здесь есть порт USB-A, то есть можно использовать это устройство как USB-хост. Вот. Ну, естественно, выход на наушники тоже присутствует, как и на большинстве клавиш. Ну и плюс ко всему, здесь очень есть интересная функция. Есть приложение для телефонов, для Android и для Apple. И при помощи этого приложения можно также управлять этой клавиатурой. Можно при помощи Bluetooth делать аудиостриминг. То есть какой-то функционал у этого прибора такой достаточно расширенный и очень интересный, который лично я в других клавишных инструментах не встречал. Ну и, друзья, вот, собственно, такой вот прибор интересный. Ждем его официального мирового релиза и, естественно, ждем полноценного обзора. То есть как этот прибор выйдет, как появится официальная полноценная прошивка. Мы обязательно ее установим и снимем для вас классный, глубокий, подробный обзор с примерами звучания. И в этом обзоре будет небольшой сюрприз. Там буду не только я. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений и напишите в комментариях, насколько с нетерпением вы ждете полноценного обзора на этот прибор. Скоро увидимся. Пока. Arturia — это Arturia Starlab.
тебя вначале голос был, как будто сейчас что-то драматическое расскажешь, очень серьезное. А я что сказал? Starlab? Да. А это Astrolab. Переписываем. Хорошо, давай в эту дугу пишем. Astrolab.